Всем привет! Добро пожаловать обратно в челлендже Sims 4. И это наша семья на мели. И как вы знаете, мы уже вообще не на мели. Мы живем в таком прекраснейшем месте, просто фантастическом пейзаже. Наша семья живет, и у них уже достаточно большое жилище. Вот она, Сэмми, вот Тымин. Тут еще какая-то женщина сзади нас стояла. В общем, мы как раз на нашем участочке. И я вам сейчас все покажу, расскажу. Как и обещала, я вернулась к вам после паузы в пятницу. То есть мои товарищи уже сходили в университет, они сдали экзамен, перед этим они готовились, просто неимоверно готовились, очень тщательно, потому что, ну, короче, я сейчас вам расскажу. Хочу сказать, что самое ужасное, что с вами может произойти, это гроза, когда вы живете в доме. Это просто отбивает все. То есть ваш сим никуда не может сходить. Он не может выйти, он не может пойти на работу, он не может пойти на учебу, потому что он идет. То есть они же, получается, когда вот живут в доме, да, я вам сейчас все покажу. Когда они идут из дома, получается, они какое-то пространство проходят пешком. В любом случае, это на любом участке происходит. У этих товарищей здесь длинный путь, они вот сюда идут. Короче, они, никто из них в день, когда была гроза, она была 3 дня. 3 дня был дождь и гроза. Короче, дети не ходили в школу, эти товарищи не ходили на учебу, я их еле выпихнула в третий день на учебу, они все пропустили, и, короче, из-за этого я очень много училась, зубрила, дополнительно работала, ну, там, за компьютером, чтобы они нормально закончили, потому что так обидно, когда они жили в квартире, у них все было окей, они переехали сюда, у них как бы с учебой все не очень, короче. Вот. А еще без вас я тут кое-что построила. Я, осознала то, что я не записала ничего, когда уже всё доделала. Мне лень было переделывать под камеру это все дело. Я вам сейчас все быстренько покажу. Собственно говоря, это то, что вот я хотела изначально. То есть вот 3 домика, 3 этажа, примерно так. Насчет вот этой площадки я еще, честно, не знаю. Я раздумываю, потому что, вот видите, она вот такая вот странная получилась с этой крышей. Я не уверена. Возможно, я переделаю, ну, возможно, из-за того, что я половинчатые вот эти штуки использовала, возможно, если это все заменить обычными стенами, а потом это все вот на заборчик переделать, может, это как-то лучше будет. Я не знаю, как это все делать, как все это выполнить. Я, честно признаюсь, не знаю. Ну, посмотрим. Так, давайте спустимся на этаж. Тут я наконец-то сделала перегородки. Мне кажется, последний раз, когда мы с вами встречались, здесь были дырки. Теперь у нас есть вот такая арочка, которая в основной кабинет у нас переходит. И у нас есть вот такой кабинете с прозрачной дверкой, которая супер дешевая была просто. А тут наша вот хирургическая камера, которая, кстати, все чаще и чаще нам нужна. И вот эта штука. Но у нас все старое, и мне кажется, из-за этого мы никак не можем добиться нормальных звезд. И туалет у нас здесь есть. Вот туалет, раковина, я думаю, что я здесь не буду что-то сильно добавлять. Просто он должен быть рядышком, чтобы не надо было бегать на второй, третий этаж. Такс. Здесь у нас все то же самое. Единственное, что я обнаружила, во-первых, у нас 3 петуха, блин. У нас 2 курицы, 1 цыпленок и 3 петуха. Но петухов и вообще куриц мы не можем продавать на общественном участке, блин. Вы понимаете? Вот без, блин, ну я не знаю, ну, короче, нельзя не заказать продукты, нельзя не сделать, в общем. Это вот у нас гроза была, видите? Вот это все, это гроза, короче, сделала. Хоть бы нам какой-нибудь этот... А что это такое? У нас что, тут семейство кротов, что ли? Я не поняла. Что это такое? Странно. И вот тоже меня немножко это пугает, и вот тоже. В общем, неудобно это все дело. Скорее всего, придется положить в багаж куриц, потом поехать на нашу старую квартиру, там их продать, дождаться, пока нам принесут взамен что-то там, что у нас овощи, фрукты, мясо или что-то, или деньги, или еще что-то. Ну, короче, ситуевина не очень. В итоге я решила, что дойдут до предела. Вот сейчас у нас еще можно 2 жителя, вот 1 цыпленок, еще 1 цыпленок. И все. Ну, как бы у них же 8 только можно. Я заберу у всех петухов, но не всех, одного оставлю, и поеду их продавать. Но это все нужно скопом делать, не по одному. В общем, наша клиника уже, в принципе, практически готова. То есть в целом уже вот основные какие-то вещи есть. Надо просто только ее продолжать как-то совершенствовать. Кстати, вот эта штука, я так на нее надеялась. Я потратила на нее просто какую-то неимоверную сумму. 2400 стоил этот холодильник. И он практически ничего не дает. То есть там за типа 12, а то и 20 часов мы работали. Посетители покупают одну-две вкусняшки. То есть это 100-200 симоленов и все.
Я, честно, рассчитывала на большее. Ну, как бы, типа, стоит и стоит, я его уже купила, и ладно. Я выдохнула, типа, окей. Ну, короче, надо вот в клинике стремиться заменять вот эти старые, а потом нужно немножечко декора, потому что, в принципе, если заглянуть, у нас, во-первых, здесь 3. Я очень много работала в клинике, но ничего не произошло. Я даже на половиночку не продвинулась, меня это раздражает, честно признаюсь. Так, что у нас тут? Вот цена обслуживания у нас прекрасная, время ожидания у нас как бы не очень, и атмосфера у нас не очень. И наш недоволен, показывает, насколько доволен. Ну, короче, все как-то не очень в нашей клинике, но наш же Тымин теперь, я думаю, что все таки не выпустится в этом. Вот 10 из 12 успешно пройдено. Вот у нас еще 2 предмета, они же должны уже все. Я поэтому включила вас, чтобы мы все посмотрели, как они будут. Потому что выпускного у них не будет. Они вот это в кроличью нору там заходят, я не хочу даже тратить на это время. Так, второй этаж, который у нас тоже претерпел и изменений. Во-первых, у нас наконец-то сформировалась какая-то кухонная зона. Мне, кстати, очень нравится. Я так и оставила, видите, вот этот покрытие на стенах, оно мне как-то нравится. Что-то в нем такое вот, знаете, морское, что-то такое есть. У нас теперь вот такой вот шикарный стол. Это из нового дополнения с свадьбой. Вот эти вот букетики, которые я вам говорила, это тоже свадебные типа букетики, но вот они стоят в таких штуках, в стаканчиках типа, ну, вазочки, стаканчики, которые достаточно симпатичные, мне очень нравится. Я в итоге вот 2 букетика купила. Ну, тут пока нету никакого декора, но вот основные ящички, все у нас есть, телек я оставила, пусть это будет, в принципе, такой типа кухонный телек, в этом что-то есть. Ну, в итоге вот эта их зона есть, чтобы они посидели. Вот здесь пока пусто, да. Наши товарищи переехали на 3-й этаж, но я решила, что не знаю зачем, но камин им нужен. Я люблю, когда есть камин. Скорее всего, здесь будет телек, наверное, здесь какой-нибудь журнальный столик, здесь просто какой-нибудь декор будет стоять. Здесь пока так и осталось, такая вот у нас пространство. Такое пространство, это очень грамотно сказано, без раковины, ну, уже не хватило денег. Короче, дооформляю эту ванную комнату. Она такая останется, в принципе. Здесь она нам нужна. Здесь ничего не поменялось. В принципе, у нас сами продолжают делать букетики. Они продолжают получаться 300, 300, 300, 300, 1000, 300, 300, 300, 1500. Как-то что-то среднего очень редко встречается. В общем, нормально у них здесь все. Хочу только вот купить последний за 1500 там цветочек. Я его все никак не могу купить, потому что мне жаба давит его. На это все деньги выделять. Так, у нас теперь появился 3-й этаж. У нас теперь есть вот вход. Он теперь отделен полностью. У нас здесь есть практически полностью оформленная уже ванная. Конечно, здесь все самое супер дешевое. Впоследствии надо будет все-таки заменить, чтобы не ломалась, потому что вот эта ванная, она очень часто ломается, грязнится, короче, не очень. Ну, неважно, она главное, что у нас есть. У нас вот такой вот закрытый коридор с кучей, с кучей всего. Здесь, как я и говорила, у нас Лили наша живет, у нее теперь отдельная комнатка с ее вещичками, я здесь ничего не докупала. И здесь наши девочки тоже, которым я ничего не докупала, но вот сформировала такую стену с рисунками. Они, конечно, немножко пересекаются, но мне кажется, так получше. То есть они сейчас в такой большой непонятной комнате, которая, ну вот, она как бы есть. Но она пока ничем не заполнена, потому что денег не хватило. Ну, главное, что все самое необходимое есть. Это, в принципе, у них, видите, даже самодельные шторки есть. Больше ни у кого штор нету, на самом деле. Потому что это самое последнее, на что я трачу деньги. И наши Сэм с Тэмином, у них наконец-то отдельная, своя собственная комната в этом большом доме. Большая комната, в которой я забыла поставить ноутбук. Ух, это прям большой косяк мой. Ну ладно, они уже не учатся, но надо будет впоследствии поставить, но пока нет. Я забыла просто. Потому что там есть какой-то столик, стульчик. Короче, вот такой вот большой красивый дом у них теперь есть трехэтажный. Теперь у каждого есть своя комната, как я и мечтала. Короче, очень все круто и замечательно. Вот. Но сегодня у нас какая мысля? Меня посетила. Во-первых, мы ждем оценки, которые придут где-то после 5 по симошному времени. Во-вторых, я очень сильно хочу улучшить, собственно говоря, нашу ветеринарную клинику. Мне раздражает, что у нас всего 3 звезды. Надо, короче, улучшить нашего товарища, который недоволен, работник наш. В общем, как-то уже развивать нашу клинику, потому что, в принципе, если он сейчас закончит наш Тымин, то его задача будет, основная задача работать в ветеринарной клинике.
которая должна приносить достаточно денег, чтобы обеспечивать его всю семью. Вот. Наша Сэмми, она получает оценки и идет работать учителем. И я очень хочу посмотреть, на какой уровень она выйдет. Потому что я читала, что если ты заканчиваешь вот эту необычную программу, какую-то повышенную программу, в которую, собственно говоря, они поступили оба, если ты ее заканчиваешь с отличием, то ты можешь рассчитывать на 8 уровень на работе. То есть сразу прийти и 8 уровень на работе. Я, честно говоря, не очень верю в это дело, но давайте проверим все вместе. Собственно говоря, вот когда она получит оценки, я заставлю ее, позвоним, найдем работу, договоримся и посмотрим, как это все вообще будет. Так, ну что, мы будем начинать. Я, кстати, не знаю, что это за женщина, что она у нас тут делает, зачем она к нам пришла. Я хотела, во-первых, нам нужно ждать, пока придут наши оценочки. До этого тогда иди убирай. Почисть, пожалуйста, курятник, собирай яйца, рассыпь корм. Потом поубирай вот тут, вот. Что вот это за комочки такие? Это, по-моему, все-таки вот от... Это собака выкапывает нам. Это нам пригодится. Хотя я никогда еще не совершенствую, но всегда коплю эти штуки. Ну, кстати, когда нету денег, они очень сильно выручают. Они хотя всего 10 миллионов стоят обычно. Но тоже неплохо, тоже неплохо. И, пожалуйста, пропали. Короче, позанимается. Все, у нее закончились действия. Хорошо. Она, короче, позанимается нашим садом, огородом. Еще, кстати, надо будет приготовить поесть, потому что мой знаменитый бак, который не позволяет, короче, в холодильнике не хранится еда готовая. Так, у тебя все вообще шикардосненько. Давайте посмотрим, что у нас здесь. У нас здесь наценка 100% нормально. Рекламы у нас нет, пока не надо. Премиум лечение, хорошо. Ветеринар. Почему каждый раз сбивается вот эта штука? Я не понимаю. О, кстати, у нас уже скоро еще чуть-чуть, еще немножко, мы сможем вот этот снижение стресса у питомцев купить. Я так хочу, честно, хочу. Так, давайте к работничкам наш. Вот, управлять работниками. Я хотела его повысить, потому что, мне кажется, он уже прокачался неплохо, я бы его повысила. Вот. И что, все, да? Открываемся. Да. У нас еще малышечка наша, которая официально в детском саду, но она не в детском саду. Кстати, пусть покопается на этом. Играй в песке, создай скульптуру из песка, поиграй в песке. Они тут с девчонками копались в песке, таких красивых ракушек, вот, смотрите, насобирали. Морское ушко, небольшая спираль. Я вообще не знала, что ракушки можно как-то что-то с ними делать, что они вообще есть. Ну, короче, пусть собирают, я потом куплю специальную полочку и разложу их. Мне кажется, очень круто будет в качестве украшения. Так, ну что? Режим жизни. Так, повышение, что ж, давно пора, ля-ля-ля. Хорошо. Приму за честь, отлично. Так, и где он? Я хотела его еще на обучение послать. Это тоже, наверное, будет хорошо похвалить. Оплатить обучение. Ага, у нас вообще ничего нету. Похвали, пожалуйста, его. Похвали и спроси мнение о работе. Узнать мнение о работе. И у меня просто никогда толком не было этих товарищей. Удобрение, отлично. Я что-то вообще не знаю, как с ними работать, что с ними делать. Что он вообще? Честно, я стараюсь быть образцовым сотрудником, и, кажется, мои старания вознаграждаются. Так, и что дальше? Мне слишком мало платят с моей квалификацией. Ага, ясно. Ну, милый мой, пока так. Пока не получается лучше. Создай, пожалуйста, хотя бы одну сыворотку, пока никого нету. Где? Так, а где наша мамаша? Наша Сэмушка. Что там с яйцами? Особых инкубационных нету. Ну и ладно. Так. Пропали, пожалуйста, и полей все. И собери, наверное, урожай. На второй этаж нам нужно цветочечки. Что-то как-то у нас тут цветочечки вообще не хотят расти. Что-то очень мало. Какие-то жуки. Теперь, пожалуйста, весь урожай. Что у нас там, посетители-то есть? Вот что он каждый раз этим занимается? Вот что это такое? Давайте поднимем, даже интересно. Число 6 будет весьма важным для вас в течение... Окей. Повесить руку. Угу. Так.
Он пошел бросить в мусорный контейнер, и все, да? А посетителей принимать это как бы нет. Понятно. И чё он не этот? Ему вообще все не нравится. Он до сих пор крайне-крайне недоволен, видимо. Так, ну наконец-то. Видимо, этот посетитель пришел раньше, значит, мы его примем тоже раньше. Приветствую пациента, пожалуйста. Все, все отмерли, все наконец-то начали работать. Ну, я рада, что все начали наконец-то работать. Потому что это такое себе, такое себе. Так, ты убираешь, что это хорошо. Да, лечи, пожалуйста. Она там занимается. Так, это наш ветеринар. А мы где? А мы здесь, значит, будем. О, хорошо, что у нас есть укольчик. Потому что этот пациент, мягко говоря, в стрессе. Надеюсь, мы сможем его быстренько осмотреть и вколоть что-то или вылечить, короче, его. Но успокоительное ему как раз очень сильно надо. Конкретно ему. У нас, кстати, уже скоро очередная порция будет овощей. Что-то, когда ты только на этих овощах и живешь, когда тебе очень сильно они нужны, кажется, что они растут просто какое-то неимоверно, ну, неимоверно медленно растут. Когда ты на них не особо обращаешь внимание, ну так как-то. Ну, типа, есть и есть, но у нас есть какие-то другие продукты, все окей. О! А, нет. Я думала, он сейчас прям все вообще. Но он быстро, на самом деле. Вот чем дальше, тем быстрее. Но у него, по-моему, максимум. Да, он максимальный ветеринар. Все зависло аж, пока я тут вам переключала и показывала. Ну что, дезинфицирующий спрей. Отлично. И следующего посетителя мы сможем принять. А эти вот, как обычно, долго мусолит, мусолит. Товарищ, он очень недоволен. Ну что, придется его все-таки повышать еще раз. Я, конечно, не жадина, просто мы не так много зарабатываем. Ой. Сол не первая троечница, явно не последняя. Ух, она троечница у нас. Она лучшая ученица, а Пайпер лучшая ученица. Давайте их отправим сюда. Нам за это 238. Нормалек, нормалек. Так, девочки прибыли. Сейчас одну из них припряжем мыть полы, потому что иначе никак не получается. У нас постоянно тут эти лужи бесконечные. Как-то тяжеловато. Так, а ты наша троечница. Чё ты троечница-то? Чё у тебя? Я вроде домашнюю работу выполняю, все окей. А ей не дали какого-нибудь этого дополнительного? Не, ничего не дали. Домашку только надо делать. Ну и ладно, как бы. Я не сильно парюсь по этому поводу. Ну, троечница и троечница. Ничего страшного в этом не вижу. Пусть идет потом занимается. Она же у нас этими физические. Что она там? Играть на гимнастическом комплексе, находясь в игривом состоянии. Как достичь этого игривого состояния? Может, она сама будет играть и достигнет. Так, а ты, наша отличница, иди, короче, мой пол. Раз у тебя все хорошо, сделай домашку. Лучше домашку сделать в пятницу и уже свободно гулять целых 2 дня. Вот, у нее тоже, кстати, ракушечка какая-то. У нее тоже морское ушко и стакан воды зачем-то. Окей, все заняты. Только посмотрите, какая красивая собака. Я таких еще не видела. Просто какая-то потрясная собачоночка. Так, она у нас не очень в стрессе. Давайте тогда сразу ее смотрим. Что у нас вот температурку, проверю ушошки и успокой. Потому что после этого она явно разнервничается. Так, что у нас тут остальные члены нашей семьи? Хахват. Ой-ой-ой, что-то я подзабыла о том, что Сэмми у нас живой человек. Слушайте, ладно, сегодня пусть она еще сходит на работу. А что, она не покормила их, что ли? Слушайте, стоп, подождите. Я же этот... Что они требуют еды, если я их покормила? Нет, я их не покормила? Нет, слушайте, нету. А ты что пришла, мадам? Ты хочешь пообщаться с мамой? А, ты хочешь пополивать? Круто, поливай. А мама тогда в туалет сходит, потому что что-то как-то ей уже очень сильно хочется, и ей на работу идти. Как раз она может, кстати, воспользоваться этим нашим на первом этаже. Текс, что у нас тут? Легкий засор железы мимимишности. Ух ты, ёшкин кот.
Так, ну тогда профилактическая прививка. А, это она типа окей, все с ней, да? Ясно. Ну, успокой тогда ребенка, точнее, собаку. Ну, какая Нет. красивая собака. Ну, вот, видимо, какой-нибудь метис. Бетти. Бетти, ты хороша, Бетти. Очень сильно хороша. Все, давайте ей прививку делайте и идем. Так, ты в туалет, а потом, наверное, на работку пойдешь, да? А ты поливаешь, отлично. Поливай, а потом покорми животиночек. Что-то как-то я... Мне кажется, я назначала, что нужно покормить. Просто сейчас уже вот-вот будут оценки. Я думала, что этот Сэмми уже уволится бы с работы, но пусть она уже последний раз ходит. Чё б нет, чё б нет. Ты сделала прививку-то? От Off the мимимишности. roo. А, он Get успокаивает undressed. собаку. Все, успокоил. Tell him Нам put там еще нет, это не присвоили 5000. Naya Вот, boy. наверное, сейчас. Чё она расплакалась? С ее собакой все отлично. Все отлично. Она в жутком дискомфорте почему-то, поэтому и плачет, видимо. Вы посмотрите! 5 с плюсом, 5 с плюсом, общий балл 5. Ура, ура, ура! Я не зря пахала, я не зря пахала. 3, серьезно? Обалдеть! А тут я не зря, короче. Тут 5 с плюсом, 3, у нас 4 с минусом, но общий балл 5 в итоге. И что? Подождите. Нет, подождите. Выпускной уже завтра. Пусть путь был непростой, но уже завтра сын получит диплом высшего образования. А такое событие надо отпраздновать. Ага, все завтра произойдет. Подождите. Ага. Так, общий балл. Больше нет доступных семестров. И что делать дальше? Все, типа? Я не поняла. Что-то я не поняла. Диплом по биологии. У нас уже все, типа, есть, да? И чего? Ну, сейчас мы сами проверим. Так, слушайте, пока вот мы приняли пациента, у нас наконец-то достаточно очков, очков бонуса. А почему мы не можем? Я уже купила этот бонус. А он что, переносится с одной клиники на другую? Серьезно? А чё я идиот? Что это такое? Мы можем зато белый халат. Доступ к дополнительному лабораторному халату. И чё? Какой смысл в этом всем? Час пик ветеринарной клиники временно увеличивает количество пациентов, приходящих в клинику. Не, нам это вообще не надо. Что-то как-то вообще низкая стоимость обучения, хорошее управление, это когда снижает вероятность. Вот, непонятно. Ну, давайте это, вдохновляющая речь, с помощью которой вдохновляет. Ну, давайте. У нас просто куча бонусов, нам надо их куда-то деть. Час пик, ну давайте дополнительного ветеринара, он пока нам не особо нужен. Почему я купила дополнительный ветеринар номер 1, а номер 2? Мы практически все купили, короче. И зачем нам эти бонусы? Что-то как-то маловато этих бонусов. Так. Кашкариус. Давайте, наверное, мы... Знаете, что сделаем? Закроем, наверное, уже все, потому что уже достаточно поздно. А наш этот товарищ так медленно работает, что просто кошмар какой-то. Придется его повысить, не знаю, послать на обучение. Сейчас будем с ним разбираться, чтобы он был доволен. Потому что как-то мне не нравится, как он вообще работает. Так, стоп, ты тоже голодная, я знаю. Я знаю, ты голодная. Так, подождите. Сосредоточимся. Все голодные, уставшие. Сейчас мы одно дельце сделаем, и все. И будем все довольны. Найти работу. Найди, пожалуйста. Интересно, она уволится с этой серфинга, дайвинга своего или нет? Так, она у нас хотела стать учителем. Вот, преподаватель. Окей. 53 с 8 до 16, суббота, воскресенье, выходной. Окей, принимаем. И чего? Да, мы сменяем работу, все-таки нас увольняют. Стоп, Так, она бросает карьеру водолаза, да. Выбрала карьеру преподавателя, окей. И чего? На каком уровне? На третьем. Вот на третьем мы всего, и все, блин. И что это такое? И как вообще с этим всем жить? А где 8 обещанный? Я тебя понимаю, ты расстроена, потому что нам обещали 8, а у нас только 3. Хм. Проверить домашнее задание из папки преподавателя. Ага.
Короче, какая-то печалька. Ну ладно, мы сходим в понедельник на работу и посмотрим. Сейчас я тогда тут всех приведу в порядок, мы проживем выходные, встретимся уже в понедельник, посмотрим, как оно будет. Это мне так обидно за Сэмми. Она так старалась, училась. У нее на 5, у нее с отличием, все окей. А может, она все-таки не получила диплом? Слушай, подождите. Расписание занятий уже все нету. Да, психология, больше нет доступных семестров. Где у нас тут вот семология? Так, предпочтение, дальше. Репутация, не то. Вот диплом. У нас есть диплом, все окей. Диплом по психологии. Этот персонаж получил диплом с отличием в престижной программе по психологии. Ну вот же. Что такое вообще? Несправедливость какая. Так, снова все здравствуйте. Мы по-прежнему в нашей ветеринарной клинике. Это уже понедельник. Мы прожили эти выходные, сходили на выпускной. Я думаю, я вставлю кусочек. С выпускного ничего интересного не было. Они просто постояли, потом похлопали друг другу, потом сходили в кроличью нору, вышли, бросили эту штуку, забыла. Ну, шапочку, короче, бросили, и все, на этом все закончилось. Только время потратили, на самом деле. Лучше бы я чем-нибудь полезным позанималась, но зато у нас теперь есть фотография у нас с выпускного есть, такая вся классная. Сейчас я вам все покажу. А еще у нас наступила зима, но у нас, видимо, в этом районе, зимы как таковой и нету. Вот наша доска почета. Тут, конечно, темно, но вы видите, вот дипломы. Это, кстати, с работы Сэмми заработала. Я потом это все перемещу покрасивее. Ну вот фоточки. Одинаковые абсолютно. Ну, как бы, окей. Вот. Еще, кстати, давно хотела вам сказать, когда я переселила сюда девочек, вот этот ночник, это прям находка. А что у нас какие-то деньги туда-сюда тусуются? Это прям находка находок. Вот если вы мучаетесь от того, что ваши дети, подростки постоянно вот это вот кошмарит, их монстр под кроватью, покупайте вот этот ночник с вот этими вот товарищами, именно вот этот. И пусть он у вас все время работает. То есть ночью обязательно, если даже у вас везде стоит автоматический свет, его нужно оставлять. И дети меня ни разу не пугались, и плюс они постоянно, у них мудлят, что как хорошо просыпаться с ночником. Так что очень круто, на самом деле, все это устроено, работает. Я до этого никак не могла проверить, но эта штука, короче, реально работает. Потому что раньше я просто... Это был какой-то кошмар и ужас с этими ночными кошмарами. Куда ты пошла, дорогая моя? Играть в домик, ну хорошо. Что-то у нас там грустное. Я, кстати, взяла, набила карманы курами и съездила, их продала, точнее, обменяла. Надо будет потом еще съездить в почтовый ящик заглянуть. Вот. А сегодня я хотела, на самом деле, дождаться, во-первых, нашу Сэмми. Почему они все грустные? Почему у них у всех ужасно все просто? Что это такое? Я не понимаю, что происходит. Почему они все в ужасном состоянии? Это прям загадка, потому что утром они выходили в этом состоянии. Вполне себе нормально. Что это за деньги? Это, наверное, эти ж покупают, слушайте. Я балда. А у нас она подзаканчивается. Окей. Куда она пошла? Стоп. Подождите. А куда ты пошла, женщина? В туалет? Или куда? Что там тарелка делает? Вот, я хотела посмотреть сами, ее повысят или не повысят, что вообще с ней будет. Потому что нам обещали 8 уровень, и нам скрутили дулечку на этот счет, нам только 3 уровень дали. Но есть надежда, что после первого рабочего дня, как-то что-то произойдет. А еще я хотела, на самом деле, еще давно вам говорила, о том, что хочу устроить им, как это называется, обновление клятв. У нас же теперь есть новое дополнение со всеми этими делами. Но я что-то немножко покопалась в этом всем. Хотела через телефон это все сделать. И это оказалось как-то гораздо сложнее, чем я ожидала. Поэтому давайте вместе тут посмотрим. Если что, я сейчас попробую это все организовать, но вообще не обещаю, честно. Вот свадебное событие. Давайте попробуем. Так, вот у нас начать событие. Вот обновление клятв. Некоторые вещи можно повторить. Прекрасная возможность повторить свои клятвы. Целых 1000 стоит! Обалдеть, у нас нет этих денег. Мы не можем продвинуться. Блин. Ну, короче, я вас обманула. Я вам неправильно сказала.
По поводу зимы, что я хотела сказать по поводу зимы? О том, что, скорее всего, здесь нету, и вчера был день грозы, и это какой-то просто трындец, простите за выражение, но это просто невыносимо было, потому что они даже в доме, находясь в доме, они боялись, у них была паника, у них была истерика, то есть они, находясь в доме даже, не могли нормально функционировать, ничего делать. Получается, у них у всех был испуг бесконечный просто, который не заканчивался. Это какой-то кошмар просто был. То есть я поработать нормально не смогла, и, короче, что-то сделать тоже. В общем, я не знаю, что это такое. Что это за пытка этой грозой просто? Это моя какая-то персональная, причем пытка. Потом сходить, да, протри все-таки пол. Этой грозой, это какой-то кошмар, если честно. То есть ваши симы просто парализованы, вот реально. Они ничего не могут делать нормально. То есть у них постоянно паника, истерика, испуг, они не выходят, ничего не делают. А у меня же тут, получается, вот за счет вот этой конструкции, они почему-то решают, что они помоют, при том, что они испуганы. Здесь есть две раковины, и кто-то из них вчера пошел мыть посуду вот на первый этаж, типа вот так вот пошел сюда. И это был какой-то кошмар просто. Это я вообще не понимаю. Короче, мне кажется, что именно снега здесь вообще не будет. Здесь такая прибрежная зона, так же, как в Сулане, например, там же тоже нету снега, ничего такого. Похоже, это тоже такой район. Ну, немножко печально. Я люблю все-таки снег в 74. Есть какая-то такая приятная атмосфера за счет этого снега. Такой Куда ты ушел? Вот куда ты идешь? Вот зачем ты идешь? Это на третий этаж. Ты сейчас пойдешь, да? А ты вообще все себе отменил. Так, и кто из них был первый? Кто из них пришел первее? Это я уже забыла. Мне кажется, вот эта женщина все-таки. Ох, как я не люблю, когда они отменяют действия. Или когда ты им отменил действие, они все равно упорно что-то делают, что-то делают. Я вот, кстати, не знаю, а когда нам нужно уже заводить еще одного, получается, ветеринара? В какой-то момент же это придется сделать. Еще я, кстати, поменяла всю мебель. У нас теперь все новенькое, все новенькое. И, к сожалению, по большей части это Сэмми опять заработала, но мы все. Так, подождите. И все? Серьезно? И все? Ее не повысили? Отправь сюда, пожалуйста. Вы серьезно? Это просто какой-то вообще... Это просто провал века. Реально учиться, учиться, учиться на престижной программе, закончить ее с отличием и получить всего третий уровень. Третий. Потому что первые уровни, они там проходятся просто элементарно и быстро. Ой, какой у нее костюмчик, оказывается. Что, я ее так одевала? Я даже не помню. Или это у нее рабочий? Я не помню, чтобы я ее так одевала. Или это у нее зимний такой. Я, кстати, такой попец отъел. Аппетитную. Это просто какой-то вообще... Я в ужасе, если честно. Так, я не туда зашла, подождите. Реально третий уровень. Третий уровень, вы понимаете? Это просто... Я не знаю. Я не знаю, как с этим смириться. Мне кажется, это очень обидно для Сэмми. Да и для меня тоже. Ну, блин. Ладно. Я пошла с этим смиряться. Подписывайтесь, ставьте лайк. На сегодня мы закончим. До следующей серии. Пока-пока.